Всем привет, Джей снова на связи. Сегодня познакомимся с набором корпусных RGB вентиляторов Zalman IF120A3. Они выполнены с применением визуального эффекта под названием Infinity Mirror, то есть бесконечное зеркало. И как видно по лицевой стороне упаковки, этот эффект здесь применили в центральной части вентилятора. Итак, в комплекте находим 320 мм вентилятора, 12 крепежных винтов, RGB контроллер, трехпортовый сплиттер и листовку с информацией по гарантийным обязательствам. Вентилятор имеет маркировку ZP1225BSL. Толщина рамки здесь немного больше, чем у стандартных вентиляторов, составляет 27 мм. Как видно, резиновые демпферы имеются с обеих сторон вентилятора. Лопастей 9 штук, и выполнены они из полупрозрачного пластика. В центральной части находится та самая вставка с эффектом бесконечного зеркала. Светодиодов здесь 12 штук, и встроены они в статор. Выполнены вентиляторы на гидравлическом подшипнике. Заявленный срок службы 50 тысяч часов. Скорость вращения до 1200 оборотов в минуту. Коннектор питания трехпиновый. Длина кабеля 600 мм. Для соединения этих трех вентиляторов и затем подключения их к материнке на один разъем можно воспользоваться комплектным сплиттером. Расстояние между его разъемами 100 мм. Длина кабеля до коннектора подсветки 550 мм. От него на расстоянии в 100 мм находится разъем, который позволит соединить вентиляторы последовательно. Это даст возможность управлять их подсветкой с помощью совместимой материнской платы без помощи комплектного RGB контроллера. Полная техническая характеристика вентиляторов перед вами. Комплектный контроллер достаточно компактный. Его габариты составляют длина 45, ширина 29, толщина 14 мм. Модель ZM4PALC. Кстати говоря, вот этот блестящий пятачок в центре – это магнит. Он поможет закрепить контроллер в корпусе без использования какого-то дополнительного крепежа. Подключается к источнику питания через разъем SATA. Длина этого кабеля 300 мм. Контроллер позволяет подключить себе до 4 устройств. Также на нем есть порт с надписью SW. В него вы можете подключить кнопку перезагрузки с панели корпуса и уже с помощью нее переключать режимы подсветки. И это, как по мне, весьма удобно, так как каждый раз вытягивать из системника контроллер, чтобы переключить или выключить подсветку, не всегда захочется. Управлять контроллером, как вы уже поняли, можно кнопкой Mode, расположенной на фронтальной части контроллера. Одиночным нажатием она переключает режимы подсветки. Контроллер поддерживает синхронизацию с материнской платой, и для этого его нужно подключить с помощью вот этого коннектора к соответствующему разъему на материнке. Длина соединительного кабеля 300 мм. Для того, чтобы переключить контроллер в режим синхронизации с материнкой, нужно удерживать нажатой кнопку Mode на контроллере в течение 3 секунд. Для полного отключения подсветки кнопку Mode нужно будет удерживать в районе 6 секунд. С кнопкой перезагрузки от корпуса, если вы ее подключили к контроллеру, можно будет проделывать те же действия. Контроллер обладает всеми базовыми режимами подсветки, коих обычному пользователю, я думаю, будет более чем достаточно. Насчет качества и яркости подсветки у меня к набору Zalman IF120A3 вопросов нет, мне лично нравится. И жаль, что у меня этого набора не было раньше, когда процессор в моем компе охлаждала водянка NZXT Kraken X62, у которой на помпе применен такой же эффект бесконечного зеркала. Вместе бы это все дело смотрелось просто бомбически. Кстати, хоть эти вентиляторы и имеют трехпиновый разъем, используя разъем на материнской плате, который умеет изменять напряжение, подаваемое на вентилятор, их скорость можно уменьшить. К примеру, в моем случае этот разъем на материнке под номером 3. Изменив режим его работы с PWM на DC, я получаю возможность уменьшить скорость вращения вентилятора с помощью встроенных профилей. Как видно, сейчас вентилятор работает на своих максимальных оборотах. Далее я буду менять профили, а вы увидите, как будет меняться скорость вращения вентилятора. И как раз в режиме перформанс этот вентилятор начинает работать акустически комфортно. В общем, для тех, кто хочет украсить свой ПК вентиляторами с достаточно интересным внешним видом и не за все деньги мира, рекомендую присмотреться к данным вертушкам. Стоят они на данный момент $35,5. Ну а на этом у меня все. Актуальные цены на данный набор найдете в описании под этим видео. Надеюсь на вашу поддержку лайками, комментариями и подпиской на канал. Всем, как всегда, хорошего настроения. С вами был Джейсон. До скорого!